Путин призвал Зеленского остановиться. Зеленский заявляет о непростых решениях. О чем речь? В Берлине намекают на уступки со стороны Киева, которые могут привести к всеукраинскому референдуму. Украинцы поставят точку в войне. Белорусы верят в победу России. Результаты резонансного опроса. Деньги в Украину шли наличкой из Вашингтона. Трамп обвиняет Байдена в растрате миллионов из бюджета американцев. Немцы готовы открыть огонь. В сектор Газа везут дорогие айфоны вместо еды, а Долину теперь хотят отправить под суд. Брошенная на деньги покупательница решилась бороться за свои интересы. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда. Нажмите, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях. А я начинаю. Два громких языковых скандала обсуждают в Украине. В один из них уже вмешалась уполномоченная по защите госязыка Ивановская. В частности, она прокомментировала историю, которую описала одна из жительниц города Белая Церковь Киевской области. Женщина была возмущена, что в детском саду в группе с ее сыном есть трехлетняя девочка-переселенка из регионов, где идет война, и она говорит на русском. Из-за этого украиноязычные дети хватают русские слова и несут домой. В один из дней эта женщина решила дать понять этой трехлетней девочке, что ее русский язык не понимают. Забирая своего сына из детского сада в присутствии воспитателя и других детей, эта женщина во время диалога с малышкой акцентировала на том, что русские в этой группе не знают. Историю своего поучения описала в Фейсбуке, где добавила, далее цитата, «Да, другая девочка получила подтверждение, что с ней не все в порядке, что она говорит неправильно». Конец цитаты. Естественно, в сети нашлись те, кто поддержал женщину и кто категорически против таких методов. Уполномоченная по защите госязыка стала на сторону женщины, назвав негативные комментарии в ее адрес травлей. Кампания травли против Ирины Савченко-Киселевой, включая искажение ее слов, персональные оскорбления и участие пророссийских блогеров, выходит за пределы цивилизованной дискуссии и создает опасный прецедент давления на людей, которые настаивают на законном праве детей расти украинцами в своей стране. Такие кампании дестабилизируют общество, подпитывают нарративы государства-агрессора и дискредитируют само понятие гражданской позиции. Ивановская также подчеркнула, что право ребенка на образование на госязыке в детсадах закреплено законом. Педагоги несут ответственность за языковую адаптацию малышей. Ивановская призвала сосредоточиться на фактическом состоянии языковой ситуации в конкретном детском саду, а не интерпретациях частных комментариев. И обратилась к русифицированным родителям. Это цитата, напомнив о важности подготовки ребенка к обучению на госязыке. Второй же скандал в Черновцах. Там учитель географии говорила на русском, дети сделали замечание. Женщина оскорбила в ответ. Вот фрагмент разговора. Дети уже показали видео директору, которая уволила учителя, заявив, что никогда не будет толерантной ко всему антиукраинскому, и призвала педагога придерживаться государственной линии. Покровск не пал. Таков ответ Украины и НАТО. Там реагируют на заявления Герасимова и Путина, которые уже дважды за последние сутки заявили о взятии новых территорий Украины. В Североатлантическом альянсе заявляют, Покровск на 95% находится под контролем РФ. Тем не менее, в НАТО допустили потерю. Он предположил, что после захвата города Россия будет использовать его для логистики и как плацдарм для нападения на другие населенные пункты Донецкой области. Покровск также будет служить базой для дальнейших операций российских беспилотных летательных аппаратов, отметил представитель Альянса. В украинском генштабе дали ответ Москве. На видео, которое было опубликовано российским Минобороны, последовало официальное сообщение из Киева. Там уверяют, что в Покровске до сих пор есть силы ВСУ, а поднятие флага РФ – это лишь действие для видео. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео флаговтык в пропагандистских целях для воздействия на участников международных переговоров. В Покровске Донецкой области силы обороны удерживают северную часть города вдоль линии железной дороги. Главком ВСУ Сырский также ответил своим российским оппонентам Герасимову и Путину, при этом вспомнив Купянск, заявив, что пути сил РФ, по которым в город заходит ДРГ, заблокированы. Напомню, Россия заявила о победе в Покровске и Волчанске, а также других участках фронта. Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют успехи, разве что в плоскости пропаганды. Мы работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие.
Трамп оборвал военную помощь Украине, приостановлены поставки определенного вооружения, заявил в интервью The Atlantic командующий сухопутными силами ВС Германии генерал Фройдинг. Администрация Трампа даже не уведомила об этом немецких партнеров, подчеркнул генерал. Также США закрыли один из каналов связи с военачальниками ФРГ, которые координировали помощь Киеву. По словам Фройдинга, раньше он часто обменивался текстовыми сообщениями с Пентагоном по вопросам оборонной поддержки Украины. Трамп все подтвердил и напомнил, кто теперь финансирует Украину. Как вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово. Байден раздавал 350 миллиардов долларов, как будто это конфеты. Это огромная сумма денег, большая часть наличными, многое в виде вооружения. Я ничего не раздаю. Мы продаем вооружение НАТО. Европейские страны платят нам за вооружение полную стоимость. А потом они везут его в Украину или делают с ним что-то еще. И теперь к главной теме последних дней. Это переговоры о мире в Украине и встречи делегаций Украина, США, Россия. О чем договорились в Москве? Об этом прямо сейчас. На события в Кремле, где в ночь со 2 на 3 декабря были большие гости из Вашингтона, реагирует НАТО. Там уже заявили, альянс будет на защите Украины, а если переговоры в итоге по мирному соглашению зайдут в тупик, то перейдут к плану «Б». Текущий момент в дипломатии назван критическим. Его сравнили с процессами в скороварке. Альтернативный шаг Альянса звучит так. По словам дипломатов, в случае провала нынешних дипломатических усилий европейские партнеры Украины перейдут к альтернативным шагам. План «Б» для нас достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, больше оружия Украине на поле боя, большая поддержка ее экономики и усиление санкций против России, объяснил дипломат дальнейшую стратегию. Во время того, как Уитков встречался в 6-й раз с Путиным, а встреча была многочасовой, как и предыдущие, американские СМИ писали о том, что Путин, возможно, на что-то и не согласится. И вот на что. Российский источник, осведомленный исходом переговоров, заявил, что Кремль пойдет в отказ и не готов уступить, если речь идет о землях Донбасса. Москва не согласится на то, чтобы ВСУ не были сокращены по численности, а также если украинские территории, которые сейчас подконтрольны РФ, не будут признаны США и Европой. Зеленский же накануне заявил, Украина близка к миру как никогда, но не готова терпеть игры за своей спиной. При этом Зеленский призвал готовиться к непростым решениям. Прежде всего хочу сказать, что простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит, понимаем, с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен принимать их, будет принимать их. Я способен принимать решения. Важно, чтобы все это было справедливо и открыто. Заявление прозвучало в Ирландии. The Guardian пишет, что визит в эту страну стал утешением для Зеленского в тяжелый день на фоне продолжающихся мирных переговоров. Там его встретили с овациями и дали понять, что страна с Украиной. Правительство ко всему пообещало доп. Помощь в размере 125 миллионов евро. Ирландия, несмотря на свой военный нейтралитет и ограниченные возможности, показала, что делает свою часть. Зеленский укрепил союз с Ирландией, которая в следующем году будет председательствовать в Совете ЕС, и напомнил Вашингтону и Москве, что мира не может быть без справедливости. Путин же перед тем, как зайти и сесть за стол переговоров с Уиткофом, заявил, что Зеленский не осознает, что происходит на фронте, потому что находится в постоянных разъездах. Перед встречей с американцами прозвучал целый ряд резких заявлений. Путин считает, что Европа препятствует мирным усилиям Трампа. Он заявил, что Москва прямо сейчас готова к войне с Европой, если там захотят воевать. Также призвал Зеленского остановиться. Предупреждение прозвучало, когда комментировал недавние удары по танкерам в Черном море. Но вот то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти адские акции. Самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. В МИД Украины прокомментировали речь Путина. Киев считает, что все слова говорят о том, что Москва не хочет мира. Уже второй день подряд Путин делает заявления, которые ясно показывают, он не планирует заканчивать войну. Вчера он сказал, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы в первую очередь направлены против Одессы,
Это город, о котором президент Трамп говорил с большой теплотой. The Guardian пишет при этом, что жесткие заявления Путина повышают ставки во время переговорного процесса, а слова о готовности РФ воевать с Европой, если Европа этого хочет, западные СМИ трактовали так. Его слова явно были направлены на то, чтобы вбить клин между Вашингтоном и европейскими столицами, которые поддерживают Киев в предложении внести поправки в ранее разработанный в ходе американо-российских контактов 28-пунктный мирный план, крайне выгодный Москве. В Германии же заявили, что войну может остановить только один приказ Путина. При этом в Берлине считают, что Украине придется пойти на уступки. Это будет тяжелый процесс даже с проведением референдума. Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые смогут поддержать обе стороны конфликта. В конечном итоге это почти всегда включает болезненные уступки. Я вижу, что в Украине это прекрасно понимают. Но для Украины это будет, без сомнения, чрезвычайно тяжелый процесс, в конце которого может стоять референдум. Граждане Украины должны будут сами решить, готовы ли они принять условия окончания войны. Уже далеко за полночь переговоры были завершены, итог такой. Компромиссы пока найдены не были, и встреча Путина и Трампа на данный момент не планируется. Стороны видят огромные перспективы для взаимодействия. Это слова помощника Путина Ушакова. Он заявил, что с чем-то Москва готова согласиться, что-то вызвало критику. Но состоялась полезная, конструктивная дискуссия. При этом Москва и Вашингтон договорились не разглашать больше деталей. Переговоры носили совершенно секретный, закрытый характер, заявили в Кремле. По вопросу территорий выхода найдено не было. Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они нам подходят, то есть работа будет продолжаться. Что скажете, друзья? Какие впечатления? Оставьте свой комментарий, пожалуйста, под этим видео. Если не затруднит, вновь прошу вас оставить также и лайк. И, конечно же, подписаться и не пропускать новых выпусков на канале «Время Прядко». А я продолжаю. Путин победит в войне, в этом уверен каждый второй житель Беларуси. Результаты недавнего соцопроса опубликовал аналитический центр Chatham House. При этом 42% респондентов на вопрос, кто победит в войне против Украины, сказали, что им трудно ответить. Также большинство белорусов хотели бы немедленного прекращения боевых действий и начала мирных переговоров. Эта цифра растет на протяжении 2 лет, отмечают исследователи мнений. Как и прежде, граждане Беларуси выступают за нейтралитет своей страны и не хотят, чтобы Минск стремился в НАТО и ЕС. А вот поддержка решения о размещении ядерного оружия в Беларуси заметно выросла за последние 2 года с 33 до 45%, хотя большинство, более 50% белорусов, все еще выступает против. Рост показателя поддержки авторы исследования объясняют влиянием государственной пропаганды. В целом на вопросы отвечали 713 белорусских жителей. В Chatham House отметили, что опрос разделил респондентов на 4 группы. Провластные, таких 26%, нейтральные 37%, экономически недовольные 24% и продемократические 13%. Германия готова открыть огонь и выпускает охотников за дронами. В стране технологический прорыв, достойный боевикам. В полиции новое спецподразделение, созданное для битвы с враждебными дронами. В МВД заявляют, что подразделение, в которое войдет около 130 офицеров, это ответ Германии на растущие гибридные угрозы. Спецгруппа будет развернута сразу на нескольких локациях, а благодаря использованию полицейских вертолетов ее бойцы смогут перебрасываться по всей стране буквально за минуты. Германия выделила более 100 миллионов евро в бюджете на 2025-2026 годы на закупку технологий противодействия дронам, в частности датчиков и глушилок. Это говорит о вашей готовности к действиям, о вашем энтузиазме и амбициях. Вы хотели быть первыми, кто выйдет на боевое дежурство в полной готовности. За это сердечная благодарность. Это важный сигнал не только для нас и не только для Германии, но и для наших коллег по всей Европе. Мы готовы противостоять гибридным угрозам. В разрушенной Газе очереди за айфонами. Израиль, блокирующий доставку гумпомощи в Газу, разрешил ввозить в регион последнюю модель айфона. Об этом пишет The National.
В Газу уже доставили десятки тысяч 17-х айфонов, и, как утверждает издание, желающих приобрести новинку много. Стоит устройство так же, как и везде, около $2000. Покупатели – это торговцы и их семьи, люди, заработавшие во время войны на сдаче земли в аренду, на операциях с гуманитарной помощью или на малом бизнесе, говорится в материале. Все остальные задаются вопросом, почему телефоны, а не еда. Местные журналисты считают, что массовый поток смартфонов может быть частью хитрого плана Израиля по сбору разведданных и отслеживанию членов палестинского движения сопротивления. Однако некоторые активисты уверены, подвоха нет, наоборот, надо радоваться такому яблочному импорту. Активистам, документирующим разрушение Газы, нужна современная техника, а работникам гуманитарных организаций и общественным лидерам необходимо высококачественное видео для представления международным донорам. Так что телефоны становятся инструментом выживания в цифровую эпоху. Долину отправят под суд. Покупательница апартаментов Долиной Полина Лурье, которая стала заложницей мошеннической схемы и в итоге осталась без квартиры и без денег, подала жалобу в Верховный суд РФ. По словам адвоката, Лурье хочет вернуть квартиру, за которую заплатила 112 миллионов рублей. Тем временем дело Долиной и на повестке дня в Госдуме РФ. Там думают, как пресечь махинации с куплей-продажей недвижимости на вторичном рынке жилья. Мы должны с вами искать решение, имея статус, полномочия с тем, чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне. Напомню, суд признал сделку по продаже квартиры Долиной недействительной, поскольку певица якобы находилась под влиянием заблуждения. При этом суд не обязал Долину вернуть деньги покупательнице. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи завтра.